Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале Crochet Evolution, и мы с вами на финишной прямой нашего мини-курса по вязанию мухомора. В прошлых частях мы создали ножку с юбочкой и основание, а сегодня приступаем к самой яркой детали – красной шляпке. В этом видео я подробно покажу, как вывязать форму шляпки и правильно наполнить ее холофайбером, чтобы она была упругой и держала форму. Напоминаю, что для вашего удобства доступны субтитры на разных языках. Включите их в настройках. Берите красную пряжу и давайте продолжать. Для того, чтобы получилось вот такое красивое соединение, мы будем провязывать столбики без накида между ребрышками. В прошлом видео мы соединили с вами вот эти края, и у нас образовался шов. И я буду присоединять красную ниточку перед ним. Вот здесь. Можно ее присоединять в любом месте. Я это делаю для того, чтобы ввязать белую ниточку и остаток красной. Вытягиваю петельку. Воздушную петлю я не делаю. Я буду заканчивать ряд в этой же петельке, из которой вытягиваю красную. И сейчас вот эти два остатка я буду ввязывать. Первый ряд вяжем 36 столбиков без накида. Вот у нас будет перед швом петельку вытянули, а за ним ввожу первый столбик без накида, дальше вот это ребрышко я пропускаю, и вот между ними вяжу второй, немного подтяну, и так дальше. И петельки подтягиваю, чтобы между ними не было дырочек. Третий. Четвертый. Пятый. И дальше продолжаю точно так между ребрышками каждый столбик. Я провязала 33 столбика без накида, заканчиваем ряд. 34, 35. И вот здесь, где мы начинали, в этой петельке заканчиваем. 36. Вот так получается. Сейчас поставлю маркер и продолжим. Второй ряд мы будем вязать полустолбиками с одним накидом. Итак, один полустолбик с одним накидом и прибавка полустолбиками с накидом. Эту комбинацию необходимо будет повторить 18 раз. Итак, накид. В первую петельку вводим крючок и провязываем полустолбик. Закрываем петлю. В следующую петлю вяжем 2 полустолбика с одним накидом. Первый и сюда же второй. Это прибавка. В следующую петлю снова 1 полустолбик с одним накидом. И в следующую петлю прибавка. Снова полустолбик с накидом. Третья. Прибавка.
И так продолжаем дальше. Заканчиваем ряд. 1 полустолбик с накидом и 18 прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 54 петельки по кругу. С 3 по 5 ряд самостоятельно провяжем эти ряды по 54 столбика без накида. Встретимся, когда провяжем. Довязала 5 ряд, вот так получается. Следующий ряд 6. 7 столбиков без накида убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И убавка. Ее я делаю незаметной, только за передние полупетли. Провязали. Дальше 1, 2 и повторяем так по кругу. Заканчиваем ряд. 6, 7 и последняя 6-я убавка. Провязали 6 ряд, у нас получается 48 петелек. 7 ряд. 6 столбиков без накида убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первая убавка. 1, 2. Заканчиваем ряд. 5, 6 и последняя 6-я убавка. Провязали 7 ряд, у нас получается 42 петельки по кругу. 8 ряд. 5 столбиков без накида убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2. Заканчиваем ряд. 4, 5 и последняя 6-я убавка. Провязали 8 ряд, у нас получается 36 петелек по кругу. 9 ряд. 4 столбика без накида убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2. Заканчиваем ряд. 3, 4 и 6-я убавка. Провязали 9 ряд, у нас получается 30 петелек по кругу. Сейчас посмотрим, какая форма получается. Вот так его выворачиваю.
На этом этапе я добавляю немного холофайбера вот сюда по краям. Вот таким образом. Распределяю именно по краям, по кругу. Чтобы придать форму шляпке. Вот так. Когда мы провяжем дальше, сделаем закрепки, и вот эта вот часть будет округлая. Ну а сейчас продолжим вязать. 10 ряд, 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, первая убавка, 1, 2, заканчиваем ряд, 3 и последняя шестая убавка. Провязали 10 ряд, у нас получается 24 петельки. 11 ряд, 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, первая убавка, 1, заканчиваем ряд, 1, 2 и шестая убавка. Провязали 11 ряд, у нас получается 18 петелек. 12 ряд вяжем самостоятельно, 18 столбиков без накида по кругу. Провязала 12 ряд, вот так получается. Дальше 13 ряд, 1 столбик без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1 столбик, первая убавка, дальше 1 столбик, вторая убавка, заканчиваем ряд, 1 столбик и последняя шестая убавка. Провязали 13 ряд, у нас получается 12 петелек по кругу. И следующий ряд вяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида. Провязала 14 ряд, 15 ряд вяжем 6 убавок. Только за передние полупетли. Первая убавка, вторая убавка, и так повторяем до конца ряда 4 раза. Провязала. Сейчас посмотрим, придаем форму мухомору и посмотрим, необходимо ли добавить холофайбер. Вот здесь пальчиками
Холофайбер я подвигаю вот сюда к краям и стараюсь его равномерно распределить внутри. Вот таким образом. И вот здесь остается вверху немного пустого места. Сюда я добавлю холофайбера. Вот так. И еще немножко. Вот таким образом. Теперь ниточку вот эту отрезаю. Маркер убираю. И стягиваем отверстие. Стягиваем, как обычно, за передние полупетельки. Через все 6 петель протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо стягиваем. Вот так получается. Вот этот остаток мы прячем внутрь. Можно с помощью иголочки сделать, можно с помощью крючка. Здесь как удобнее. Вот несколько раз продеваю. Вот так. Еще раз хорошо распределяю холофайбер. Вот так получилось. Посмотрите, какой очаровательный грибочек у нас уже вырисовывается. Мы полностью сформировали его объем, и теперь он готов к финальным штрихам. Следующая часть будет заключительной. В ней я раскрою секреты профессионального оформления. Мы сделаем специальные закрепки на шляпке, чтобы она навсегда сохранила свою идеальную форму. И добавим ту самую знаменитую вышивку белыми пятнышками. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится этот процесс. И подписывайтесь, чтобы не пропустить финал. А если вы хотите поддержать наш канал и получить доступ к большим курсам, нажимайте кнопку «Спонсировать». До встречи в финальном уроке. Всем вдохновения и хорошего настроения. Пока-пока.